Привет, друзья! Сегодня я делаю заготовку из тыквенного пюре. Такой сорт тыквы наиболее предпочтительный, потому что у него меньше всего отходов. Тыкву нужно вымыть, обсушить. Этот хвостик нужно удалить, что сделать легко и просто, если вы, как и я, несколько лет ходили в спортзал. Но если вы человек не спортивный, попросите кого-либо о помощи. И теперь ее нужно разрезать вдоль пополам. Вот так. Посмотрите, какая красота. Вот это все отходы. Теперь нужно убрать семечки. И, конечно же, удобнее всего это сделать обычной ложкой. Но предварительно можно подрезать ножом. Уберите все тщательно, чтобы волокнистая часть тоже не оставалась. И то же самое со второй половиной. И на этом тяжелая подготовительная часть закончена. И теперь тыкву можно готовить любым удобным для вас способом. Можно варить, припускать в малом количестве воды, запекать в микроволновке. Мне больше всего нравится способ запекания в духовке. Мало того, что это вкусно и полезно, к тому же при запекании не надо тыкву очищать от внешней кожицы, что для меня, например, сделать довольно сложно. Я запекаю ее целиком, потому что сразу делаю много пюре и часть замораживаю, чтобы не возиться в следующий раз. Иногда укладываю срезом вниз. Я пробовала и так, но срезом вниз вытекает очень большое количество сока. Поэтому оставляю так. Вторую часть я ополовинила. Буду использовать для другой цели. Все, отправляю в духовку, нагретую до 200 градусов, пока тыква не станет мягкой. Ну а если вам нужно совсем немного тыквенного пюре, то любители микроволновки могут запечь тыкву в ней. Я также ее не очищаю, нарезаю на такие стейки полсантиметра толщиной. Укладываю в тарелку, накрываю пленкой, делаю в ней 2 прокола и отправляю в микроволновку на 5 минут. Кто опасается использовать пленку, ставьте в открытом виде. 5 минут прошло, тыква готова. Мощность у меня была 800. Дам ей немного остыть. И с остывшей тыквой я срезаю кожицу. Можно сделать это, конечно, до запекания, но мне так проще. И теперь можете делать с ней что угодно. Можете ее пюрировать, а можно добавить немного соли, чуть-чуть оливкового масла, какие-нибудь приправы, например, прованские травы и, допустим, сыр, фета, моцарелла или любой другой, нарезанный небольшим кубиком или натертый на терке. Все, получаете замечательное самостоятельное блюдо. Очень вкусно. Друзья, на нашем канале множество рецептов на любой вкус, от повседневных до праздничных блюд. Если вы хотите найти какой-то определенный рецепт, вбейте в строку поиска «Ирина Кукинг», название конкретного блюда и нажмите Enter. 45 минут, тыква готова, и я дам ей полностью остыть. Сразу после запекания в тыкве образуется немного жидкости, ничего с ней не делайте, все так оставьте до полного остывания. Когда тыква остыла, тонкую кожицу, которая подзапеклась, вы можете аккуратно снять, если хотите получить пюре совсем гладкое, ну, например, для каких-то кондитерских изделий. Она, кстати, очень вкусная, я ее всегда съедаю. И с помощью обычной ложки можно выбрать готовую мякоть. И остатки аккуратно можно соскоблить, так что практически отходов не останется. И с этой частью то же самое. И таким образом аккуратненько вычищаете всю тыкву. И осталось только пюрировать. Можете делать это ручным блендером, можете стационарным, можете протирать через сито, кому как удобнее. Кому не нужно однородное пюре, можно просто воспользоваться толкушкой для картошки. И в итоге смотрите, какая красота. Можно использовать его как полуфабрикат, а можно и как самостоятельное блюдо. Добавить немного соли, если хочется, растительное масло и есть. Можно смешать с картофельным пюре. В общем, проявляйте фантазию. Нужное в данный момент количество отделите, остальное распределите по пакетам с замочками. Но нет замочков, так и не надо, и без них хорошо. Я вот уже наморозила. Причем, как видите, подписала. Здесь 100 граммов, здесь 200, а здесь не знаю. Здесь все остальное. Вот такое красивое, вкусное, полезное тыквенное пюре у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. А я желаю вам приятного аппетита и прощаюсь. До новых встреч, до новых видео.